Евгения выходила замуж по любви. Вернее, она так думала. По своей любви. Девушка была очень сильно влюблена и была настолько счастлива, что трудно было передать словами. Еще бы! Так повезло простой деревенской девушке, отхватила себе городского жениха, да еще и богатого. Уж повезло, так повезло. Фактически у Евгении было две свадебных церемонии, одна в столице, во дворце бракосочетаний, в ресторане и с друзьями мужа, вторая в деревне, на родине жени. Привезти всю деревню в столицу на свадьбу было нереально. А попробуй кого, то не пригласить, обида будет смертельная у всех. Евгению слишком хорошо знали во всей деревне, с самого детства. Она была доброй и отзывчивой девушкой. Симпатичная, белокурая, но сиротой была. Как на такую не обратить внимания? Всей деревни и воспитывали. Хотя у жени и тетя была. И вот тетя как, раз, то не очень спешила заниматься девочкой и считала ее своей обузой. С раннего детства загрузила девушку работой по дому и по хозяйству. Со своим мужем женя познакомилась в одной из поездок по учебе. Почти вся деревня была счастлива за девушку, когда та смогла наконец избавиться от своей тетки. Пожалуй, тетка была единственным человеком со всей деревни, которого бы точно не позвали на свадьбу. Тетка сожалела только о том, что потеряла бесплатную прислугу и рабочую силу. И все было бы хорошо. Да вот только умерла Евгения года через 3 после свадьбы. Детьми пара не успела обзавестись. И безутешный супруг привез хоронить свою любимую в ее родную деревню. Пораженные такой новостью, деревенские жители даже не поинтересовались, почему хоронят женю здесь, а не в столице. Они думали, что все правильно девушка должна быть похоронена вместе со своими родителями, которые лежали здесь, на деревенском кладбище. Когда гроб привезли в деревню, безутешный муж почему, то все время настаивал на том, что крышку гроба открывать нельзя. Дескать, жена не просто так умерла, была авария, и она сильно покалечилась, а лицо ее было изуродовано. Деревенские согласились и стали копать яму на кладбище. Все пришли на похороны Евгении, только тетки не было. Тогда староста деревни сказал, что похорон не будет, пока тетка не придет. Всю жизнь она девчонке испортила, так пусть хоть в последний путь ее проводит нормально. И если она не явится, то он прикажет участковому притащить ее на кладбище силой. Когда же тетка явилась, то ругалась, на чем свет стоит. Староста не подумал о ее скверном характере. Надеялся, что хотя бы на кладбище в такой скорбный час эта женщина будет вести себя прилично. Но не тут-то было. Только явившись, она стала крыть нецензурной бранью всех за то, что ее заставили сюда прийти. А потом подошла к гробу и, подбоченясь, плюнула прямо на крышку, пожелав Евгении гореть в аду. В тот самый момент изо всех щелей гроба и повалил дым. Люди начали кричать «ведьма». Тетке пришлось уйти, а дым все валил и валил. И вдруг из гроба послышался кашель. Кто-то из людей крикнул, что девушка жива и нужно немедленно открывать гроб. Несколько парней сразу кинулись открывать. А когда открыли крышку, то Евгения села и начала жадно хватать воздух ртом. Огонь потушили, а девушку отвели к фельдшеру. Пока все суетились, безутешный супруг поспешно покинул деревню, оставив чудом воскресшую супругу. Но как же так? И почему? Тут то женя и рассказала свою печальную историю. Поначалу у них с мужем была действительно любовь. Но пресыщенный богач быстро наигрался деревенской девушкой. И когда женя забеременела, он заставил ее сделать аборт. А потом снова заставил, и тогда поняла Евгения, что попала она в золотую клетку. Возвращаться ей было некуда, и девушка смирилась. Смирилась с тем, что муж сделал из нее прислугу. Смирилась, когда он пропадал ночами и даже приводил в дом любовниц. Но вот когда он заявил, что любовница будет жить с ними и родит ему сына, Евгения решила подать на развод. Но вот беда, при разводе ей что полагалось. А муж совсем не хотел делиться своим имуществом и деньгами с надоевшей женой. Тогда то мерзавец и задумал всю эту гнусную историю с несуществующей аварией и поспешными похоронами в деревне, на родине и в закрытом гробу.
А расчет у него был простой: в глубинке никто не проверит, никто никаких справок не спросит, но что же случилось? Откуда весь этот дым и мистицизм? Ведь он влил изрядную дозу снотворного жене. Она точно не должна была так рано проснуться. То ли задержка с проведением похорон так повлияла, то ли другие обстоятельства, но Женя проснулась. Услышав голоса и крики снаружи, девушка не понимала, почему вокруг нее темно. Что с ней случилось и где она находится? Последнее, что она помнила, это был кофе, который выпила на завтрак. У нее ужасно болел живот и голова. Женя заметила, что руки у нее сложены на груди, как у покойницы. Женя попыталась встать, но не смогла даже вытянуть руки. Холодный пот прошиб девушку. Ее подозрения оправдались: она в гробу. Но, Господи, ведь она жива. Девушка стала ощупывать пространство вокруг себя. Она хотела перевернуться, но не получилось. И вдруг то зашуршало. Очень знакомо, словно то хлестнуло, затем хрустнуло и затихло. Женя догадалась, что это спички. По какой то счастливой случайности у нее в гробу оказались спички. Она пошевелилась и снова услышала тот звук. Девушка нащупала коробок, но пока слабо представляла, что с ним делать. Судя по тому, что она отчетливо слышала голоса снаружи, Евгения понимала, что ее еще не похоронили. Но вот это сделают. Ее тетка верещала все громче и громче. Ее голос невозможно было не узнать. Девушка услышала, как тетка пожелала ей сгореть в аду. И ей тут же в голову пришла мысль, которая стала спасительной. Она чиркнула спичкой и прошептала: «Я всю жизнь живу в аду», а дальше все уже известно: дым, крики, фельдшер и медпункт. После коротких расспросов таки пришлось вызвать скорую. Жене не становилось лучше и пришлось ее госпитализировать. А в больнице и вовсе выяснилось, что она ждет малыша. А потом в палату к девушке потянулись следователи, прокуроры и дознаватели. У ее мужа хватало средств на то, чтобы сделать Женю виноватой. Он подкупил всех, чтобы остаться на свободе. Но вот однажды к ней в палату пришел парень. Он был сильно избит, прихрамывал, на лице были синяки и ссадины. Парень представился жене Валерой. Как оказалось, это он делал ей гроб по просьбе мужа. Когда случилось происшествие на кладбище, муж в первую очередь приехал к нему с претензиями. Он сильно избил парня за то, что тот не смог сделать гроб поплотнее, чтобы кислород совсем не попадал внутрь, и девушка быстро задохнулась. Когда Женю клали в гроб, парень заметил то неладное и подсунул незаметно спички. Это единственное, что он нашел у себя в кармане. Когда супруг явился к нему с претензиями, Валера понял, что его план удался и девушка осталась жива. Но отыскать ее в районной больнице не составило труда. Один раз к ней пытался пройти и муж, но медсестры не пустили его. Валера в суде выступил единственным свидетелем. С Жени сняли все обвинения. Далее она подала на развод и отсудила у негодяя все бизнес, недвижимость и деньги. Его любовница, ради которой он так жестоко поступил с женой, сразу же бросила его и без сожаления сделала аборт. Своего же малыша Женя решила оставить. Но не назло бывшему супругу. Просто она считала, что ребенок не в ответе за грехи своих родителей. Такая уж она была. Кстати, Валера поддержал ее не только на суде, но и при разводе. И в том, что касалось ребенка, вскоре молодые люди поженились. Только теперь Евгения поняла, что такое настоящая любовь и верность. Счастье не в том, чтобы найти богатого жениха из столицы, а в том, чтобы найти человека, который будет любить тебя всем сердцем и во всем поддерживать.